Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами посмотрим и поговорим о одном из моих самых любимых тяжелых танков премиумных 8 уровня. И, в принципе, один из самых сильных тяжелых танков в игре по фарму — это само АСМ. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Само АСМ — это французский тяжелый танк 8 уровня с барабаном, который имеет в запасе огромный урон, неплохой АКД и, в принципе, довольно интересную комплектацию и компоновку машины. Для начала, говоря о его достоинствах, мы, конечно, отметим его орудие. У нас 100-мм пушка СА-47 имеет бронепробитие базовым снарядом 232 и 300 урона, 5 снарядов. Перезарядка всего барабана 37 секунд. Между выстрелами у нас по 2,25 секунды. Пушка очень комфортная, учитывая, что будете чаще всего работать вблизи. То есть для стрельбы по машинам в упоре это огонь. Просто вы 1500 выехали, выдали с барабана и заехали обратно за спины союзников. Пушка такая же самая, как на Лоррейн. Видим, что также это орудие стоит на MX M4 MLE-49. То есть на многих машинах используется подобное орудие, но на Самуа оно имеет именно 5 снарядов, что не есть малым абсолютно количеством. 1500 урона с барабана на 8 уровне — это крайне сильно. Видим, что у меня на этом танке 2 отметки. Будем потеть и на третью, конечно же. Но пока имеем то, что имеем. По снарядам у него всего 60 снарядов. Голдовый снаряд имеет пробитие 263 мм. Стоимость одного бронебойного 1000 серебра. То есть по фарму машина не рекордная. Честно говоря, то есть машины, у которых снаряды стоят и дешевле, но за счет того, что он способен выдать много урона, соответственно, у нас в игре чаще всего фармит урон, поэтому по фарму вы будете двигаться постоянно вверх. Если сможете давать хотя бы 1-1,5 барабана, тогда точно у вас будет и статистика расти в целом, и серебро будет вас также на счету радовать. По остальным характеристикам у нас прочность 1450, бронирование корпуса есть, то есть это не типичный француз, у которого нет брони. Здесь у нас хороший корпус и довольно неплохая башня, которая иногда что-то может отбивать. По мобильности у нас 37 скорость вперед, 20 назад, скорость поворота шасси 40, то есть в принципе танк крутится неплохо на месте. 700 лошадей мощность двигателя и удельная мощность 12,37 лошадей на тонну. В остальном обзор 410 в моей конкретно прокачке метров, то есть танк я не могу назвать слепым, он видит нормально, то есть может в принципе сам себе светить, но чаще всего, друзья, вы будете в такой ситуации, когда вы выехали с союзниками, выдали свой урон, заехали на КД. То есть это оптимальная тактика игры на этой машине. По сборке обязательно ставим сюда либо вентилятор, стабилизатор и улучшенные механизмы поворота, либо же, друзья, играют также, ставят улучшенную закалку, вентилятор и стабилизатор. То есть закалка компенсирует вам уменьшенные очки прочности по сравнению с другими тяжелыми танками. Стабилизатор и вентилятор улучшат комфорт вашей стрельбы. В остальном сборки я другие не вижу смысла даже смотреть. Это самое оптимальное. Чаще всего на этой машине играют это закалка, вентилятор и стабилизатор. По перкам экипажа у нас, как обычно, ремонт, боевое братство, плавный ход, плавный поворот башни, радиоперехват. Это тот набор перок, которые вам пригодятся. Теперь давайте с вами посмотрим Collision и дальше посмотрим бой. Поехали в Collision. Collision модель этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас 140 мм ВЛД имеет приведенку 233, НЛД 90 имеет приведенку 196, щеки башни 151 мм приведенки, есть зоны в башне, где 166, погон 206 и, конечно, уязвимая башня командира. В целом корпус способен отбивать, видим, что и бортом можно танкануть, борт 390 мм имеет неплохой угол. Мы говорим, конечно, о приведенных значениях. По моему личному опыту, по броне танка могу сказать точно, иногда кое-что он способен отбить, особенно в боях с 8-ками уровнем ниже, да, он довольно-таки плотненький. С 9-ками, 10-ками, конечно, уже броня так ролять не будет, но, тем не менее, иногда от борта можно отбивать там и танки покрупнее калибром. В остальном, надеяться броню я бы не стал. Это барабан, на них геймплей отличается, на них надо играть сейвово из-за спин, чтобы быть эффективным, поэтому по броне держите у себя в голове то, что она в принципе что-то отбить может, но чаще всего из 10 выстрелов 8 будут с уроном, поэтому играйте всегда на них аккуратно. А теперь давайте посмотрим с вами бой. Поехали в бой. Бой у нас на карте Штиль, сетап 8 уровня. По оборудованию игрок у нас турбонагнетатель, использует стабилизатор и плавный поворот.
улучшенный, точнее, поворот башни. По снарядам видим, что у него 50 ББшек, 10 подкалибров. Играет также с доп-пайком. Ник у нашего героя The Love Kills. Любит убийство, если переводить на русский язык. Видим, что забросил его очень хорошо. То есть танки все одноуровневый бой. У него также 2 отметки на башню, на стволе. И я так понимаю, он решает ехать наверх, то есть в горы вот сюда, в эту позицию. Как обычно, друзья, я бой не смотрел, поэтому мои впечатления будут естественны, неподготовленные, так сказать. Посмотрим, в бою будет нанесено большое количество урона, поэтому я понятия не имею, как игрок будет играть, поэтому будем с вами смотреть. Выбирал бой такой, чтобы был показательным по фарму, потому что урона будет действительно много нанесено. И, судя по всему, урон будет нанесен обычным снарядом. 232 бронепробития — это достаточно, это хорошее пробитие для тяжа. То есть большинство танков 8 уровня вы будете пробивать в лоб. Да не большинство, практически все, если вдумчиво стрелять. Потому имейте это в виду. Светится Крайслер внизу. Крайслер довольно бронированная машина. Есть, кстати, обзор на него на канале, можете посмотреть. Я хочу сделать вообще в итоге обзор на все премиум машины, которые есть в продаже, и все премиум машины, которые вообще есть в игре, для того, чтобы, когда кто-то надумает из вас их купить, у вас была информация. Дает спокойно 3 шота по Лансену, 897 урона у него уже есть и уходит в КД. То есть видим, что барабан максимально комфортный, выдается быстро, 2.25 между выстрелами, 1500 урона с барабана. То есть любой танк практически 8 уровня, там, кроме всяких Тигр 2 и так далее, или те, у кого закалка, вы забираете с барабана. То есть вот, например, выехал на вас Супер Першинг, и вы его просто с барабана взяли и убили. Выехал на вас без закалки и модернизации ИС-3, вы его с барабана убили. То есть против большинства целей ваш барабан — это путь для них в ангар, в один конец, так сказать. Решает переехать в горы. Видим, что здесь у него 2 союзника, это Супер Першинг и Скорпион G. Светится внизу Крайслер около корабля. Счет у нас пока что 1-1. По ХП команды абсолютно равны, пока никакая из них не выбивается вперед. Видим, что в ТТ позиции очень хороший идет бой. Кстати, очень классно, кто не видел превью патча 1.18, эту карту очень комфортно переделывают, вот эти вот разъезды. Будет очень интересно посмотреть, как это все будет играться в новой итерации, да, потому что я считаю, что эта карта одна из самых плохих. Вот, смотрим, на него выезжает ИС-3, 1500 очков прочности. Ставит на каток первым, второй в каток, помогает Першинг, третий, 4-й снаряд и последний барабан улетает. Все, уходит в КД. Спокойно выехал, 1500 урона по ИС-3 дал и заехал. Барабан комфортный, 34, там 35 секунд перезарядка с боевым братством. То есть вы должны просто держать в голове то, что вам нельзя играть одному против 2-3 целей. 1 на 1, если выкатились, вы можете разряжать танки. Но рассчитывайте так, что если у них больше 1500 очков прочности, вам уже их не забрать. Поэтому если вы с союзниками, просто позволяете танкануть союзнику или принимаете выстрел сами, выезжаете, раздаете барабан, заезжаете. То есть все максимально комфортно. Видим, что уже барабан перезаряжен, выезжает на Тайпа 59-го, первый шот ВЛД. Не дают ему добрать его, к сожалению. Один фраг есть, 2500 урона, элементарно. Прошло у нас 3,5 минуты боя. Как видим, на этой машине настреливать урон одно удовольствие. Поэтому я могу, друзья, сразу сказать вам авансом. Если кто-то хочет приобрести себе этот танк, и он будет в продаже, это отличный танк. То есть один из самых сильных, намного точнее защитника, способен выдавать большое количество урона за короткое время. Если вам еще позволяют настреливать, у нас на стриме недавно был бой, где я просто стоял за камнем, команда союзников принимала в себя урон, а я выезжал за камня и раздавал барабаны. То есть там элементарный бой на 4700 был. Кто смотрел, ставьте лайк. Я также, друзья, напоминаю, если вам нравится мой контент, я очень благодарен за поддержку, у нас уже 600 человек, движемся к 1000, поэтому подписывайтесь, контента много, будут стримы каждый день, так что развиваемся вместе. Практически на базу он уже приехал, видим, что впереди светился Як-Тигр СТРВС-1, они для него абсолютно не соперники, 232 пробития хватит даже на Як-Тигра, хотя это довольно бронированная машина. Тяжи там Леви удерживает пока что ТТ-позицию, хорошие 2 шота забрасывает по Як-Тигру.
Судя по всему, выполнил часть ЛБЗ ТТ-12. 2 снаряда держит. Нет, все-таки уходит в КД. 3000 урона у него уже есть. Весь урон в этом бою, как я уже говорил, сделан на бронебойных. Это ваш основной тип снаряда. Чаще всего в боях вам этого будет достаточно. Имеет он всего 10 подкалиберов. Ну, то есть это так, прям когда надо, 2 барабана подкалиберных у вас будет. На подкалиберах пробитие 263. Скорость полета снаряда, кстати, на ББ комфортная, 1000 метров в секунду. Это немало. То есть летают снаряды быстро. Можно выцеливать цели, так сказать, прошу прощения за тавтологию, цели, которые быстро движутся. Это будет довольно комфортно с такой скоростью полета. Видим, что не так много осталось союзных танков. Они проигрывают на 3 ствола. Это неприятно. По ХП они также проигрывают на 2300 очков. Нужно добирать Крайслера, который уже проехал просто на базу. Здесь его не видно, он находится за выступом скалы. Пытается свестись, дать по Крайслеру шот. Все верно делает игрок, нужно добирать шотные цели. В такую проекцию он должен Крайслера пробивать. Не попал. Ушел снаряд в угол, судя по всему. Вот, светит Крайслера. Отлично. Стрелял он просто, я считаю, без выцеливания. Снаряд, как мы видели, улетел буквально в нижний угол прицела. Ему просто повезло с шотом, потому что, я думаю, скорее всего, он мог давать 2 шота подряд. Первый бы он не попал, хотя он попал. Вторым бы он уже добирал Крайслера точно. Светится борщ. Но борщ, скорее всего, заедет. То есть видим, что сейчас происходит такая часть боя, когда ему просто нужно стоять и грамотно расстреливать полумертвые танки. Это абсолютно правильно. Откатывается назад на 15 метров от куста, чтобы не светиться. Вы, кстати, друзья, пишите, возможно, кому-то нужен ролик о том, как правильно играть, о механиках игры, таких как засвет, маскировка. Мы такой ролик подготовим, сделаем, почему нет. Я думаю, многим будет полезно. ВЛД, как видим, спокойно пробивает Як-Тигра. Вторым шотом, к сожалению, не попал, поскольку он ушел вверх в рубку, а рубка там довольно бронирована. Но первым выстрелом он ему спокойно попал в ВЛД, хотя там угол довольно-таки острый. Проиграли тяжи союзные направления ТТ. Видим, что там 3 танка, Самуа, Крайслер и наверху катается Батчат. Они пока что в меньшинстве, проигрывают на 2000 очков. Это очень неприятно, он спокойно перезаряжает свой барабан. Нужно добирать Ягу. Это абсолютно правильно, потому что ДПМная машина может наделать беды. Пробивает спокойно его в щеку. Как видим, прицел у него на месте. Вторым выстрелом нужно подсветить. Второй выстрел не зашел. Отлично, залетает 3-й снаряд. Надеюсь, последним доберет. А ну-ка. Да, везет, добирает последним. 4800 урона у него уже есть. Стрелял он голдовыми снарядами, как видим, 5 снарядов отдал, чтобы добрать Як-Тигра. 263 на голде, этого абсолютно достаточно для 8 точно. Для большинства 9 также. Возможно, там какой-то объект 705 вы не сможете пробить, или тапка без выцеливания, но остальные танки вы будете пробивать без проблем, потому что брони на 9 уровне такой нет. С десятками, да, уже может возникать проблема, 263 не рекордное пробитие, но при грамотной игре, когда вы выезжаете, выцеливаете в тот момент, когда это можно сделать, тогда да, у вас проблем никаких не возникнет. Осталось 2 ПТшки на этом направлении, возможно, кто-то вернулся из ТТ-позиции. Но как Канпанцер, так и СТРВ, они имеют всего по 1000 очков прочности, потому ему полбарабана хватит, чтобы их убить. 4 фрага у него уже есть. Сегодня наш герой прям отлично реализует свою машину, грамотно выбирает направление для атаки. Это абсолютно правильная игра на этой машине. То есть вы должны у себя держать в голове постоянно то, что вы барабанщик, и вы не сможете стрелять циклично. То есть вы выехали, выстрелили, барабан, заехали. И это очень важно, потому что я же говорю, если вы выезжаете на 2 цели и более, вы умираете. Это однозначно. Прокатывается по аллее, будет искать Канпанцер, не светится. Значит, скорее всего, он отсюда переехал, возможно, дальше. Также здесь есть СТРВ С1. Вот, светится Крайслер, который вернулся. Засвечивает его Крайслер. В таком углу он Крайслер должен пробивать. Крайслер вывернул, стоит ниже, то есть сверху вниз пробивать всегда комфортнее. Добивает Крайслер последним снарядом. Везет ему, как видим, на последние снаряды. Очень удачно залетел он.
Видим, светится вражеский СМОА, который также имеет неполные очки прочности. То есть на 2-3 снаряда ему остается. Вражеский батчат спускается с горы. Нужно ему как-то помочь. Непонятно, чем занимается союзный СТА. То есть он мог спокойно помогать. СМОА, я думаю, он доберет. В каком-то прям... В такой позиции СМОА вообще бездарно сыграл. Он прекрасно видел, что здесь светился вражеский СМОА, и тем не менее поехал в центр. В такую позицию, откуда его с любой стороны и отсюда могут прострелить, и отсюда очень глупо. Ему нужно было вернуться, наверное, как крастер. Это было бы гораздо умнее. Или ехать вперед. Как видим, бой очень сильно затянулся из-за того, что просто союзные силы провалились, и он остался один-единственный на вражеской базе. Не успел СТРВ еще в него дать урон. 2 последних танка вражеской команды остались на горе. По нему стреляет вот отсюда с корабля батчат. За света сейчас должен пропадать. Хотя он сейчас заедет прямо в радиус обзора батчата. 6000 урона он уже настрелял. 1000 заблокировал. То есть, как видим, танк способен отбивать урон. Нет, батчат спустился. Прошу прощения, он уже внизу находится. Ему нужно забирать конпансер, за батчатом гоняться дело такое, но если он ошибется и будет на него выезжать, то, конечно, такой лакомый кусочек нет смысла оставлять. Сходу дает по нему 338. Как видим, барабан в движении также позволяет стрелять. Конпансер наверху, 1050 очков прочности, ему хватит 3 снарядов на него. И нет, его добирает батчат. Друзья, как видим, его в этом бою убили. Я не ожидал такого окончания, опять же говорю, потому что я бой не смотрел. Но, тем не менее, давайте подведем итоги. Он настрелял у нас 7000 урона, 1120 заблокировал. Как видели, он максимально верно выбирал цели для атаки, не торопился, спокойно выезжал и атаковал. Кому подойдет эта машина? Да, давайте будем откровенны. Для новичка, для настрела урона эта машина не годится, потому что большинство... молодых игроков, кто начинает играть, они просто не понимают, как играть на барабанах. Барабаны — это довольно сложный класс, то есть нужно понимать разъезды, нужно знать, какие танки, какой урон способны нанести. Поэтому, если вы новичок и купили СМОА, играйте всегда от спин союзников, то есть разменивайте союзников. Тогда вы будете эффективны. Но все же я рекомендую вам для начала брать какой-нибудь ИС-6, ИС-3 с механизмом заряжания, то есть машины, которые обладают лучшим бронированием. Пусть они не так круто наносят урон, но... брони там будет явно побольше. Этот танк для тех, кто прекрасно понимает, куда ехать, знает хорошо ТТХ машин противников. Поэтому смотрите, конечно, сами. Я надеюсь, видео вам понравилось. Если да, ставьте лайк, пишите комментарии и увидимся. Счастливо, пока-пока.